Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной смотр танчиков, наш любимый игры «Мир танков» от Lest Games. Сегодня у нас на обзоре немецкий, тяжелый уже, да, танк 6-го левела. Проходная прокачиваемая ветка ВК-3601H. Вот такой вот, какой-то прям такой вот, он мощный как будто, а может быть и нет. Но сегодня разберемся. И прежде чем продолжим, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся сначала изучать бронирование данного агрегата. Тяжелый же штанг. Итак, господа, collision модель, так сказать, нашего танчикса. Ну и давайте начнем. Самая нижняя часть НЛД рикошетная, тоненькая полоска. Ну кто туда будет стрелять, когда есть вот такое НЛДище. Да, и здесь всего лишь на самом деле, вот здесь трак висит, по-моему, у него 127, а так всего лишь 110. То есть, по сути, ну есть броня, но голдой будут бить, но броня все равно уже присутствует. И это приятно все-таки даже на 6-м левеле иметь в НЛД 110 миллиметров. Это очень круто. И это такая некая даже обманка, да. Многие привыкли, что НЛД самая ослабленная деталь корпуса, но не в этом танке. И, конечно, стреляя сюда, особенно в трак, без голды на 6-м левеле, да, иногда что-то даже можно отбивать, там, средних танков, каких-то даже тяжелых. ВЛД у нас рикошетная, подбашенная рубка тоже соточка, нифига себе. Маска у нас сотка. Здесь тоже сотка. Есть люк 80, неплохо, кстати, для люка 80 это неплохо. Но что бы хотелось видеть, все-таки почему везде все одинаково, даже НЛД крепче, чем башня в маске, кстати, огромная маска. То есть очень бы хотелось вот здесь видеть там, ну, каких-нибудь 120-130 миллиметров. Ну, везде сотка. Это неплохо, но это не ультимативно. У нас прямой борт 60, и, конечно же, для 6-го левела это имба. Прямой борт, вообще все танкует. Здесь никаких у нас фальш-бортов и щека не выступает. Соответственно, здесь, да, сотка, но будете видеть, когда он пушку сюда вот так вот повернет, будете видеть маленький уголок, в который будет тяжело стрелять. То есть от борта этот танчик очень хорошо будет уверенно танковать. Вот. Очень крепкая НЛД. Вот. Ну, здесь неплохо, но хотелось бы больше. По основным модулям, ребят. Танк условно медленный. В цифрах подвижность хорошая. Но набирает из-за малой удельной мощности свою максималку он не резво. Поэтому обязательно качайте топовый двигатель на месте, крутить топовую ходовую. Рекомендую так же, как у меня, прокачать все-таки топовую рацию. И через топовую башню идем на вот эту топовую пушку, да, 7-го левела. С альфой, ребята, уже на 6-м левеле 220. Да, бронепробитие 145. На основном на голде 194, на фугасе 44. Вот. 8,7 секунды заряжается. 1913 ДПМ. Хорошая для тяжелого танка точность 0,36. И комфортное время сведения в 2,3 секунды. Пушка в целом прям хорошая. Касаемо полевой модернизации. Во втором слоте качаем вездеходную ходовую. В 4-м блоке качаем отстройку параллакс. В 5-м блоке качаем звукоизоляция. Так что вот как-то вот так. По оборудованию. Конечно, хочется сюда на этот танк поставить закалочку. Вот. Но для этой машины рекомендую все-таки кататься на вентиляторе, на турбине. Турбина ему очень важна, потому что удельная мощность танка очень маленькая. И досылатель. По снарядам основной бронебойный. Скорость полета 773 метра в секунду. И это очень мало, даже для 6-го левела. На 6-х левелах очень много уже орудий, пушек у разных наций со скоростью полета основного снаряда там около 1000. У нас всего лишь 773. Подкалибер летит 966, что нормально, но могло бы быть, например, 1200. Фугас летит так же, как и бронебойный. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул до паёк. У нас 5 членов экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь в целом по плюсам-минусам данного танка. По огневой мощи. Здесь все круто. Хорошая альфа, хорошая точность. У нас даже УВН есть минус 8, да, целых. Вот. Все круто, только скорость полета снаряда, особенно на основном, нас немного расстраивает. Да. Ничего с этим не поделаешь. По ХП относительно 6-го левела норм 1220.
По мобильности, знаете, в цифрах 54,5 с турбиной. Ой, как много, да, много. Только у нас менее 13 лошадей на тонну удельной мощности. И эту свою максималку он будет набирать разве что только с горы. По прямой он даже в жизни никогда не поедет 50, там сколько, 54 километра в час. Максимум 48, вот так, что-то 49 будет болтаться по прямой. То есть максималку не наберет никогда. И это опять же говорит о том, что несоответствие массы двигателя к лошадям, то есть уделочка очень маленькая. Так, что у нас еще? И обзор, конечно же, смотрим. И это 419. Ребята, это тяжелый танк. Это тяжелый танк 6-го левела. А у нас обзор 419 метров. Вы представляете? Это обзор. На 8-х левелах тяжелых танков столько нету. А у нас 6-й левел. То есть с обзором здесь все хорошо. Но опять же, это опять же из-за вентилятора и инструкцию. Но в любом случае будете скатать на такой сборке, у вас тоже такой будет обзор. Вот, в целом все в нем good. Все в нем good. Поехали проверять, посмотрим, на что он способен. Так, господа, обзор боем у нас ВК-3601H. Немецкий тяжелый танк 6-го левела. Да. На какую-то курицу похож, мне кажется, нет? Что это он? Какой-то странный он. Да. Попали мы в бой против 7-х левелов. Да. Поехали перестреливаться с тяжелыми танками врагов. А это Тигр-131, это ИС, это Т1 Хэви. Вот сейчас мы их будем царапать. Почему не будем бить? Потому что, а как их бить? Особенно ИСа и Тигрулечку. О, у нас, видите, что происходит, союзники? Вот можно выиграть такие бои? Кто мне расскажет, что покажет? И пробили. А тут арта сюда закидывает. Ух ты, пробили. Ребят, мы тут пробиваем всех. О, опять пробили. Но это просто имба, все, всем качать, ребят. Ну, о, арта вот сюда достреливает. Чтобы его. Ну и куда они уехали? Тигр через центр полез. Убили тигрулю мы. Все, ребят, план настреляли практически. Суммы сделали. Все, ребята, ИСа побили. Старшего левела. Ну ни хрена себе, имба. Я шучу на самом деле. Если вы подумали, что правда я считаю, что это имба, то я прикалываюсь.
А я тебя пробил. И еще раз пробил. И убил. Вот такая вот эта тачка. И еще одного стукнул. И еще одного убил, ребят. Представляете, что я исполнил? И еще одного убил. Вы представляете, всех убил. Все меня должны бояться. 4 фрага. Девять 6. Ребят, 3 косумы сделал. Как на 8. Хороший танк? Не знаю. Пока стреляет. Целился. Ух ты, меня сейчас бить будут. Больно причем. Ух ты. Смотри, наяривает в силуэт прям. Чуть не умер. На этих носорогах. Делся-то? О, а еще раз стукнули одного. Что убили? Ну ладно. 3200 суммы. Ребят, попали даже к 7-м левелам. Мы стреляли только потому в этом бою, что враги туповатые были. Вот, единственное, что нам повезло. А так-то, конечно, мы должны были бы тут проигрывать, наверное. Ну, ладно, шучу. Пушка хорошая на танке. Броня посредственная, но пушка хорошая. Подвижность не то не сё. Казалось бы, вроде бы и едет что-то, но набирает медленно максималку. Что-то вот на 5-м, на 6-м левеле какие-то очень стоят слабые двигатели. Как по мне, по 5-бальной системе 4 с небольшим минусом факт. Хотелось бы на тяжелом танке все-таки видеть хотя бы в башне побольше брони на 6-м левеле. Но у нас нету ее столько, сколько хотелось бы. В целом играбельно. Только за счет орудия. Ребята, у кого есть такая машина в ангаре или проходили ветку, или действительно до сих пор стоит, пишите свои комментарии, как вам этот агрегат. Как по мне, ну, прям не сказать однозначно супер комфортно. Нет, не скажу. Не скажу. Медленно он все-таки достаточно ездит. Да, максималка как бы в цифрах неплохая, но вот эти вот 12 меньше 13 лошадей на тонну ему мешают, так сказать, раскрыть свой потенциал. И немножко брони побольше бы в башенку, чуть-чуть побольше. Вот, а так ничего, можно играть. Вот, ребят, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.